Если совсем коротко, Ирина Кайратовна — это объединение комиков, которые сначала шутили в интернете в режиме скетчей, а потом стали еще делать музло. Все верно. У каждого есть право на независимый выбор. Что говорят мои казахстанские друзья? Чтобы стать известными в Казахстане, надо выстрелить за пределами Казахстана. А Ирина Кайратовна сделали это вообще никаким образом не касаясь за границы. Нет, на самом деле сильно отличается восприятие нас от Джакалиба, Скриптонита, Димаша Кудайберген, потому что их все-таки больше признают на арене СНГ, как минимум. Это в связи с тем, что казахов очень мало, и мы до конца 20 века были, грубо говоря, колонией, и у нас остались эти комплексы. Пока не признает кто-то, кто старший брат какой-то, в нашем случае это либо Россия, либо Китай, либо другие страны, до этого какого-то полного признания, скорее всего, не будет. Ну, это происходит неосознанно, это так заложено у нас. Чтобы это потерять, чтобы этого не было, нужно еще пару поколений независимых людей, наверное, которые родились в независимом государстве. В Ирине Кайратовне много пацанов. Да. Давай максимально коротко каждого представим, кто чем занимается. Куаныш, гений режиссер, Илья гений музыкант, Азамат гений продюсер, Джаслан гений импровизатор, Улан душа компании, просто он есть, и мы улыбаемся, и я просто пишу шутки. Улан и Жаслан, они не участвуют как музыканты, они только в шоу. Да. Но вы считаете вот это основным составом, всех, кого ты назвал? Обязательно, потому что мы все вместе начинаем. Здесь концертный состав Ирины Кайратовны. Все так? верно. Несколько месяцев назад я узнал, что есть удивительные каньоны в Казахстане. Их два самых известных. Один на западе, на берегу Каспийского моря. И я туда сначала предлагал вам поехать. Да. А Алдияр сказал, если там цитировать, то «Бро! Смело сюда!» Сказал, что в Алматинской области есть еще более крутой, и мы сюда отправились. Но вы впервые тут. Да. В каньоне, да. Так что, Юра, спасибо тебе огромное, что ты нас сегодня привел сюда. Открываешь Казахстан. Да. Ты на одном из интервью рассказывал, что тебе нравится фильм «Борат», и что ты считаешь, что его нужно показывать в казахстанских школах. Да. Почему? Это у нас есть такое мнение, эго большое, завышенное у казахов, что мы считаемся в мировой арене, что все знают, что мы на 9-м месте по территории Казахстана, что про нас все якобы знают. Но на самом деле про нас мало кто знает. И я думаю, что нужно показывать этот фильм школьникам, какие-то маты убрать, запикать, какие-то моменты там про проститутку, сестру, такие моменты может вырезать для детей. И показывать, и рассказывать, что вот это текущее положение дел Казахстана на сегодняшний день. Это в целом такая комплексная проблема на самом деле, потому что мало кто у нас понимает, где мы находимся, точку отсчета не понимает. И если присмотреться к этому фильму, там снимали на самом деле Восточную Европу, такие села такие. Но по сути, если выехать чуть ниже там, Макатаева по Алмате, то у нас будут такие же места, можно точно так же снять у нас. Не в плане моральных составляющих фильм показатель, а в плане экономической ситуации, мне кажется, показатель фильм. Чтобы у людей была мотивация работать. Но потом, после этого интервью, вышла вторая часть, где этот человек размахивал флагом в Австралии где-то, голый ходил. Но это я уже не приветствую, потому что это уже наш флаг. Если бы это в рамках юмора, сатиры, не касаясь каких-то таких вещей, флага и так далее, то было бы ок. Но вот это уже чересчур, мне кажется. Я знаю, что юг
где Шымкент, сильно отличается от того, где мы находимся, и особенно от Астаны, от севера. Я тебе больше скажу. Верно. Каждый город Казахстана — это отдельный какой-то мир. Отдельно. Вот Мы вообще с разных районов. Павлодар, откуда Алдик, это сленг. То есть все на сленге общаются. Да, вот как ты... Че, давай десна посушим, типа, Да. пообщаемся. А что это значит? Ну, типа, пообщаемся. Пообщаемся. Общайся. Типа, десна послушаем. На Западе, знаешь, там такой, ну как бы, не в обиду западским, да, но там такой, с наездом как будто с тобой разговаривают, короче, с наездом. Ну как тебе правильно объяснить? Ну, этом типа, да, знаешь, как? Это вот, типа, знаешь... Че, как дела? Да. Че? Это Нормально отдохнул. Нормально же? Да, да. Ну, он толкать так не будет, конечно, ну просто, он, типа, Чуть утрировал. пойдем контру играть. Ну, знаешь, вообще по истории есть такое, что когда русские, российские путешественники приезжали в Казахстан, когда вот они, да, к младшему ЖУЗу приезжали, они вот, один из историков писал, что он думал, увидел двух батыров и подумал, что они просто ругаются между собой. Батыр — это богатыри. Да, батыр — это богатыри, он думал, что они дерутся, и вот, ну, там драка прям идет. А оказывается, они просто спорили, был снег вчера или нет. Вот, настолько, короче, диалект очень сильный. Это такая, знаешь, Произношение. любовная агрессия, короче. Агрессия с любовью, Да, короче. с любовью. Ты знаешь? Блин, это дико интересно. Я, конечно, понимаю, откуда, из какого мира вылупился Чеботков со всей своей любовью к разному, подмечать какие-то особенности. Чеботков, респект огромный. Да. Я вот так стану, вот так, и впитаю язык вот так. Мне учить где-то книги вообще неинтересно. Смотрят на меня и говорят: Шымкент, едем в Шымкент. 2 билета, Шымкент, ехали. Персонаж Чеботкова встретился мне в Павлодаре, допустим. Я прилетел домой в Павлодар, я выхожу, и меня встречает таксист, и он мне говорит: чё, куда, Баурм, короче? Ну, братишка, куда тебе, типа? Я ему говорю: Турайгырова, братан. Мне. Он такой: все, 3 штуки, поехали. Я ему говорю: братан, штучка, я местный. Он на меня смотрит и такой: ну, раз местный, иди нахуй отсюда. И знаешь, это выглядело просто, ну, как бы, Это был прям ремейк Талдыкуран, долбоёб. Эй! Это Талдыкуран, долбоеб. Ну, это, знаешь, он хоть и послал, но это было так смешно и по-доброму, знаешь, типа, иди отсюда, типа. Не мешай работать. Да, я ж не обиделся, посмеялся, угорнул. Ты как-то говорил, вот было бы здорово, если бы государство потратило какую-то небольшую сумму на то, чтобы каждого жителя Казахстана на пару дней вывести в Европу. Да, до сих пор так думаю. Было бы очень классно. Для чего? Ну, чтобы видели мир, чтобы понимали. Да, мне кажется, в России тоже такая тема сейчас происходит. В провинциальных местах до сих пор думают, что супердержава Россия на первом месте в мире, что они самая крутая страна и так далее. Я не говорю, что Россия сейчас на последнем месте и так далее. Конечно, это один из мировых лидеров. Но там же есть тоже популизм по отношению... То есть какое-то трепетное отношение у взрослого поколения к Путину, допустим. У нас же тоже есть такое отношение. Только там фамилия другая, и все. Мы эту картину рисовали просто так, я придумал, а потом решил внедрить в клип наш, «Вулкэнг» называется. Это адаптация, как в «Наруто». Там есть такая же гора. Вообще гора Рашмар, как в Америке. Они потом адаптировали под себя, японцы. А я у них взял, у японцев. Уже не вторичный, а третий. Получается, это ханы. Керей Жанбек I — это основатели казахского ханства. Потом стоит Касым хан, потом Токе, Аблай хан, Кенесары, Бөкейханов Алихан и Кунаев. Он же появляется в конце клипа. Да, все верно. Это в клипе 5К. А задача клипа была, чтобы люди не забывали, какие у нас еще были люди. Это вот там был и Бөкейханов в том числе, и Кунаев тоже. Кстати, мне очень много приходит после этого сообщений, что я посмотрел клип, мне там лет 18, и я реально до этого, оказывается, не знал про наших таких людей, и они начали изучать. Ну, это была наша задача, и мы, я думаю, справились. Почему ты считаешь, что он при нем был хорошо? Ну, меня тогда не было, я не знаю, насколько это было, может, это романтизация, но, по сути, человек пришел во власть и был около 20 лет, и когда он уходил, у него также была одна маленькая квартира в Алмате, больше ничего не было, когда он уходил с поста. Потом при нем было построено практически все, что сейчас есть в Алматы. Очень много фабрик, около 50 вроде. Но он реально занимался своей работой и все делал хорошо. Вот после него такого прям крутого правителя у нас не было.
Почему здесь Назарбаева нет? Потому что, мне кажется, он недостоин. Ну, есть люди намного лучше, чем он в нашей истории из-за этого. Мне бесконечно далеко до нашего мастера спорта по спорту Сереги Фирсова. Но даже я иногда пробую новые виды спорта. И периодически я делаю это с помощью специалистов-профи. Позапрошлой весной я погружался в основу воркаута. Не любительского, а так, чтобы по-серьезному, с тренером. А сейчас хочу найти тренера, который поможет мне освоить теннис. Ракетку я кое-как в руках держать умею, потому что периодически играю в сквош. А вот в большой теннис я не играл, кажется, 19 лет. Почему теннис? Ну, потому что скоро лето, кардио надо делать больше, а кардио хочется все-таки веселый. Теннис. Так, цель занятий. Для себя поддерживать... или освоить с нуля. Освоить с нуля. Андрей Викторович Орлов. Так, спортивная школа по теннису «Олимпийц». 13 лет человек теннисом занимался, прикинь. Не, ну выглядит круто. Рейтинг 5. Наш человек. Вперед, Андрей. Юра. Вот так вот попробуй в разные стороны. Получится? Раз, два, три, четыре. Во, хорош. Неплохо. Можем приступать уже непосредственно к теннису. Выполняет удар, она здесь остается, а потом хватает ракетку и помогает правой доводить на плечо. Ага. Хорош. Поехали. Отскок, удар. Отскок, удар. Перейдем налево. Я посмотрю твой удар слева. Замах вот отсюда, также по дуге и на плечо. Ага, и на плечо. Отскок, удар. Если ты бьешь слева, шагаешь правой. Все, и тогда ты устойчивый. Да. Все, я понял. Здорово, хорошо. Пам, здорово. Пам. Супер, хорошо, собираем мячи. Давай. Юр, держи корзинку, ей удобней. Просто как? подходишь, да, и нажимаешь на мяч. Пацаны, смотри, Вот. как это работает. Смотри. Оба! Вперед. Отбегай. О, Попал! Давай! хорошо. Играем. Хорошо. Если ты вот прибежал, замах, то ты не замираешь. Играем. Красиво. Вот это прям профи, знаешь, так разыграл. Спасибо большое. Молоток. Очень круто. Я утренний круассан сжег сейчас. Не только утренний круассан. Да? Да, красава. Побегал, отлично. Пострелял, все как надо. Профи – отличный сервис, на котором можно найти специалиста почти на любой случай жизни и чуть разгрузить свой график и научиться чему-нибудь новому. Клинеры, репетиторы, дизайнеры, тренеры, мастера ремонта для квартиры или дачи. И не только они. Ну а если вы сами профессионал, то на профи очень удобно искать новых клиентов и получать больше заказов. Переходим по ссылке в описании и скачиваем приложение Профи. Блять, Айжан, хватит уже выставлять свою жопу и сиськи на показ. Ты же казашка, блядь, как тебе не стыдно? Знаешь, сколько семей ты разрушила уже? Одумайся, пока не поздно, одумайся. Ты, уебок, фоткать будешь или нет? Буду. Давай это, жопой улыбнись, жопой. Ты родом из деревни? Да, я родом из Хаскаблака, это 100 километров примерно от города Семипалатинск. Ну, сейчас это ныне Семей город. Семипалатинск — это же то место, где происходило испытание ядерного оружия, да? Да, все верно. Это как-то сказывалось на вас? То есть там были места, где конкретно это проходило? Ну, на нас, конкретно на мне, надеюсь, по крайней мере, что это никак не сказалось, а если даже сказалось, то только положительно. В принципе, у нас в городе очень много людей можно встретить, ну, полигонских людей, короче. Это могут быть ребята, там, у которых 6 пальцев, понимаешь, типа, это может быть мужик, который, на самом деле, которому там 50 лет, да, но по уму и по разговорам, как ребенок он. И он особо, в принципе, не умеет разговаривать, он разговаривает на своем языке. То есть какие-то вот такие вещи можно заметить, да.
в Семске. И вы называете их полигонскими? Да. Ну, и это последствия просто вот всей Да, этой... это просто последствия вот всех этих взрывов. В общем количестве, сколько? 498 было примерно. Вот такая красота. И чтобы вы понимали, чтобы записываться на такой красоте, нужно стоять вот так, как Илюха. Серег, покажи, пожалуйста, стойку. Да. И вот столько песка набрать в кроссовок, пока поднимались. Нормально. Илюх, ты из деревни из-под Уральска. Все верно. Называется поселок Березовка. Но сейчас его нету на карте. В общем, этот поселок находится рядом с месторождением. Месторождение называется Карчаганак. По добыче нефти, газа и конденсата. В 2015 году, по-моему, да, зимой, случилась такая небольшая катастрофа. Ну, как небольшая? Нормальная такая катастрофа. Человек, наверное, ну где-то 100 начали почему-то падать в обморок и трястись вот так в конвульсиях. Вот просто. Прикинь. И из-за этого пришлось переселить полностью поселок, потому что там санитарная зона, вот этот выброс сероводорода, потому что там газ добывается с высоким содержанием сероводорода. И поселок стал непригодным для жизни. Ну, вот я там всегда жил, и со мной ничего такого не было. Я тогда был на учебе, когда вот это все случилось. Я не знаю, но когда я приезжал летом, я вот так огород поливаю, а вот здесь, через забор, мои соседи огород поливают. И там девчонка, она просто вот так поливает, падает, короче, и трясется. И все. И потом я иду вечером на футбольное поле играть в футбол. Маленькая девочка, тоже девочка, просто идет, они все гуляют с девочками, она падает, потрясется, короче, ее эти дети поднимают, и все, они дальше идут. Ну, типа, вот такая фигня. Но никто не погибал, просто их вот так... Нет, никто не погибал. Ну, как, это что, просто приступы эпилепсии такие? Вот я до конца не разобрался, но это очень похоже на это, да. Вот они просто трясутся, я не знаю, может, задыхаются. И всех переселили в другое место? Всех переселили в другое место. 1800 человек населения где-то было поселка. И всех переселили. Павлодар — это же просто родина важнейших музыкантов современности. Да. Скриптонит оттуда. Да. Оттуда, ну, или из города рядом с ним, парень, который взял Грэмми от Казахстана. Иманбек. Он из Аксу. Да. Трувер, 104-й. То есть вся тусовка скриптонита, да, они... Чтобы ты понял, Павлодар — это такой серый город, где чисто заводы, лагеря и, ну... Лагеря зоны. Зоны, да. И, типа, ну, больше делать нечего, наверное, кроме того, что ты сам как-то саморазвиваешься, там, музыкой занимаешься. Наверное, так. Ну, потому что стремиться больше некуда. Ты либо на заводе там работаешь, либо уезжаешь оттуда. Скрип — это отец. Ну, крутой чувак, это феномен вообще, я считаю. Ну, типа, мне кажется, это еще чуть-чуть, и это Виктор Цой наверняка для Казахстана такой. Ого. Да. Ну, потому что это человек, который дает мотивацию абсолютно всем. Типа, ну, всем в Казахстане, наверное, в первую очередь. И в первую очередь для моего родного города, что вот с такого города вот, возможно такое сделать. Я родился в городе Тарас, это Южный Казахстан. Я жил там до 12 лет. Потом переехал в Астану. И до 12 лет я не знал русский язык, потому что у нас в юге мало кто говорит. У нас русские говорят на казахском, корейцы на казахском говорят. И я выучил русский язык после того, как переехал в Астану. Причем я начал это делать с помощью книг, и у меня был выбор. Я остановился на «Гарри Поттере», и у меня там была стопка. Тогда еще последняя книга была 6-я, «Принц Полукровка». «Дары смерти» еще не вышла книга. Я такой стою, думаю, ну ладно, возьму самую большую. Это был «Орден Феникса», 5-я часть. И я начал изучение мира Гарри Поттера с 5-й книги. И потом параллельно учил русский язык. Понятно было? Нет, вообще непонятно было. Ну, то есть я так в общих чертах понимал, конечно, но прям тонкости не чувствовал. Пришлось перечитывать через года 1,5-2. Где ты учился и на кого? Ты же математик. Да, у меня незаконченное высшее образование, я математик по образованию. Но я не закончил, на 3-м курсе бросил. До того, как Ирина Кайратовна случилась, ты работал на платной трассе. Я сидел в операторской и через компьютер отслеживал вот эту всю систему. Платные дороги. Сколько ты получал на этой работе? 120 тысяч тенге. Тогда были запросы небольшие, в принципе. Мы жили с пацанами, Алдик, Марка. Мы как-то скидывали все вместе за квартиру. Ну, поесть и дорога. Ну, вот, в принципе, все. Это существование.
Больше я ничего. Ну, я, конечно, мог откладывать там 10 тысяч, условно говоря. 10 тысяч тенге, Юр, ну что это такое? 10 тысяч тенге мог себе отложить, и все. И так с каждой зарплаты 10 тысяч тенге откладывал. Но у меня получилось, я купил iPhone 7 тогда. Прикинь? А ты отложил? Да, прикинь. Ого. Молодец, Илюха, блин. Красавчик. Хотите, я ее поймаю? Это же улан Давай. нашей команды. Поймаю. Стой, стой, Только стой. не убивай. Спокойно. Я, возможно, на нее наступлю. Ну не убивай. Не, убивать не надо. Спокойно, Илюха. Тихо. Ну, мы попробуем со второго раза. Беги! Борис! Ну раздавишь. Родной, пусть идет там в магазин, может, свой. Я ее поймал. Я отпустил. Все, братан. Все, отпускай. Вон Отпускай. Все, пусть гуляет. В магазин, может, шла. Мы шли сюда, Илюха там пока. Мы суслика увидели. Ты сказал, что вы устраивали гонки сусликов? Да. А как это выглядело? Ну, короче, сначала ловишь суслика, ну вот смотри, видишь, вот. Вот норки, видишь? Да. Ты туда заливаешь воду, не знаю, литр, 2, ну, надо залить вот ровно столько, чтобы суслик захлебнулся и начал выходить наружу. Блин. Когда он начинает выходить наружу, ты держишь веревку, получается, уже которую намотанная специально под его горло. И все, как он голову высовывает, чтобы подышать, ты тянешь веревку, и все. Этот суслик твой, короче. И все, с ним идешь на гонки, получается. У нас в деревне был чувак, блин, Фара его звали, я помню. У него был свой суслик, приученный суслик. Ну, не до конца, но он выигрывал все гонки, короче. Вот Фара, я не знаю, сколько тебе лет сейчас. Он тогда был очень старым, да? Сейчас, наверное, еще старый. А Поэтому Фара рэп-карьеру большой он не начал? Нет. Не тот Фара? Нет, он, кажется, он потом с лошадями начал заниматься, в общем. Ну, по гонкам он пошел точно. Слушай, ты, вот только честно, ты сейчас травишь про веревку под где-то шею? честно, Не, так полностью. делают. Вот. Блин, ну как Смотри, жестокими такими можно было? Ну, это Ну, дети. во-первых, давай сделаем, давай сначала поймем, что дети — это очень жестокие люди вообще в целом. Это правда. То есть поэтому такие вещи, они, ну как, со временем понимаешь, что не очень может быть. А вы их просто ставили в... Не, почему Да, они вы гнали, просто- чтобы бежать вперед? Не-не, ты как бы дорожку выстраиваешь для суслика. С чего из Дорожку. камней? Нет, из камней, конечно. Что еще в деревне? Из камней дорожку строишь, вот это первая дорожка, вторая дорожка, третья, четвертая, и так 5 дорожек примерно. И все, каждый просто ставит своего суслика в это место, на свою дорожку, и все, держит за веревку, и все, и тянет его оттуда, зовет. Там вначале выходит самая красивая девочка в деревне. Вот так вот. Мы играли КВН. Вот нас КВН всех собрал. Вот кто сейчас есть в Ирине Каратной, это КВН. Сейчас мы продолжаем играть КВН только в реальной жизни. То есть трек — это конкурс одной песни. Музыкальное домашнее задание — это клип. Приветствие — это наш выпуск. Сборник миниатюр, сборник скетчей, да, допустим. Короткий метр, да, это уже стем. Просто адаптировались под время. Да. Ну, я так считаю. Я вот так сам параллели проводил. Черт, мы же играем КВН, по сути. Арасында бір-екі комплимент айтып қойсайшы. Сен маған соңғы рет қашан гүл сыйладың? Даже артыңнан да жинамайсың. И вообще, сен неге ақша да алып келмейсің? Туыс кетші бар, кімге айтып жатырмын мен? Chinga tu madre. Yo soy español. Ты же единственный русский в группе. Угу. Так получилось. Каково живется русскому в Казахстане? На самом деле прекрасно. Мне все нравится. Ну, типа, я вот всю жизнь жил с казахами вместе. И я, наверное, у меня внутри есть казах, короче, какой-то. Вот понял? Вот, типа, я не жил вот по-русски, как ты, например, в России живешь. Я вот жил как по-казахски. С казахами прикольно, вообще, на самом деле. Они прикольные. С ними всегда весело, они всегда гонят, и это смешно. Ну, смешно гонят, я имею в виду. Это прикольно, они гостеприимные. Вообще они хорошие люди. Но, опять же, я говорю о, наверное, качественных людях. Есть, конечно, и дураки. Но где они? Где их нет? Когда Ирина Кайратовна стартовала, ты был режиссером на телеке. Да. Что ты снимал? Это была женская программа, которую крутили днем для домохозяек. Такая. Конфликты в семье, пьющий муж. Женские проблемы. Ничего такого интересного. Когда мы поняли, что мы популярны, ну, в узких кругах, наверное, да, в пределах 13-го района Астаны, микрорайона Астаны,
Это было дело так, что в 5 утра мы возвращались с клуба, да? Где-то, да, мы возвращались с клуба, и позади нас был очень сильно в дупле пьяный пацан, который крикнул: это же Ирина Олеговна! Мы повернулись, начали угорать, он дал своих кентов, вытащил, они нас не знают вообще. Они не хотели с нами фоткаться, его кенты, он заставлял их всех вот прям насильно, он говорил: Ирина, это Ирина Олеговна. Это вот эти пацаны, которые всю эту хуйню начали. Но это лучший комплимент на самом деле. В тот же день ко мне подошел чувак, который, он знает нас смотрел, и он очень сильно пьяный. Он подходит ко мне и говорит: я же тебя уебать могу. Просто инфа, короче. А я растерялся, типа, ну и чё, говорю, типа, я же тебя уебать могу, нахуй. И дальше до меня прет. Ну я ушел, я тебя угостить могу, Ты не брат, стал играть, я Я не стал, да, блин. Ну, у нас есть такие персонажи, бывают, да, которые просто Я придут. ему ничего и- не Везде есть разные персонажи. Юрий будет дуть будет Юрий. Клип 5000. Это, кажется, очень смелое высказывание про то, что происходит внутри Казахстана. Может быть, кто-то еще тоже так высказывается или нет? Нет, никто. Наверное, есть какие-то люди, которые занимаются политикой, и они высказываются, но в рамках интертеймента, медиасферы никто так прямо не высказывался. Почему ты решил это сделать? Потому что я хотел поделиться, то есть то, что меня волнует, я хотел этим поделиться. То, что меня не остановило, это отсутствие страха перед этими людьми. Тенденция такая, что в Казахстане, да, наверное, во всех постсоветских странах люди боятся людей, а Бога не боятся. Надо, чтобы было наоборот. Чтобы человек не боялся другого человека, но боялся Бога. Тогда все будет хорошо. Ты сказал, почему я не боялся этих людей? Каких людей? Власти, президента, премьер-министра, кого-то еще, КНБшников, КГБшников. Ну, я не боюсь людей, я боюсь только Бога. Ты же видел видео, все отсылки этого клипа? Разборы? Да. Смотрел, но не все. Ну, YouTube-стан. YouTube-стан смотрел. Сколько отсылок он прочитал правильно? Практически все, но на самом деле там все было на поверхности, и там легко понять, я думаю. Так что почти все отсылки. Коррупционер с секретаршей. Поскольку мы не в казахстанском контексте, объясни. Я правильно понимаю, что вот это Лего, там нанесен какой-то важный казахстанский долгострой из Нур-Султана? Да, ЛРТ. Что это такое? Это надземное метро, поезд. Ну, надземный поезд. И его строят уже давно, очень много денег потрачено. В итоге у нас сейчас стоят просто эти основания. Вот такие. И народ прозвал это памятником коррупции. У нас коробка Лего, где написано Нур-Султан ЛРТ, все красиво. А открываешь, а там внутри просто основания, больше ничего нет. Ну, это идея Куки вообще, в принципе. У нас клипами занимается Коныш, он прописывает всю структуру клипа, съемки. У него такая была идея, он нам ее рассказал. Ну, типа, прикольно. Прикольно же? А как он ее описал? Ну, это очень прям... Ну, типа, будет сначала вот так. У тебя, типа, он мне сказал, у тебя будет ЛРТ, короче, вот так, типа, игрушка. Я такой: о, нифига себе, прикольно же, по идее. Ну, прикольно же обыграно. Но мне понравилось это тогда. Но, если честно, я не думал, что это вот так будет как-то жестко. Вот как я потом посмотрел, ты вроде, ну, клип как клип. Потом начинаю читать комментарии, там пишут: вас посадят, там, вас убьют, вы что такое говорите, там. И ты жути нагоняет на тебя, ты такой, по-другому этот клип смотришь, такой думаешь: бля, это что-то жестко же. И я там снялся? Да, я там снялся, что мне будет, блин? Ну, типа такая фигня. Жим-жим. Жим-жим, да. И так вот. Но ты не чувствуешь, что Куаныш тебя в какую-то бурную реку слишком затащил? Нет, ну это же круто вообще в целом сделано. Никакого нету призыва к каким-то, блин, плохим действиям. Но это просто прикольно показано, и многие говорят то, что это итоги года. Вот этот клип стал итогом года вообще. В Казахстане, да. Фейерверк. Это же отсылка на важную тему, которая у вас была летом, кажется, да? Да, на день рождения президента у нас праздновали салютом. Это все. Президента или Назарбаева?
Назарбаева, извиняюсь. Ну, Он уже не президент, если кто-то не в курсе. Да, он лидер нации, у него титул есть. Вот у нас есть День столицы 6 июля. Параллельно это день рождения Назарбаева. И мы каждый год отмечаем. В 2020 году это был как раз-таки пик смертности среди населения во время коронавируса. Не хватало денег на лечение, мест. И в этот момент параллельно делали салют. И это много кого взбесило. В том числе меня. Вот. Сенбегендер сорындар қалтамда тек қана 5К тоқта. Ты кайфуешь от всех этих отсылок и всего остального? Очень сильно. Я тебе больше даже скажу. Некоторые отсылки мы даже не вкладывали, возможно, туда, но зритель их раскрыл по-новому. И когда ты сидишь, читаешь комментарии, и ты находишь новый смысл сюжета, ты думаешь, вау, офигенно, вы придумали лучше. То есть мы изначально закладывали, возможно, совсем другой смысл, но люди раскрыли совершенно по-другому. Поэтому вообще не хочется объяснять вообще за выпуски, вообще за что-либо. Но некоторые копают слишком сильно. Прям смотришь, думаешь, ну что-то перегнули. Там, допустим, там... Вот здесь мы снимали как раз-таки Илью, когда он был чиновник. Секретарша ему дает лего, ну, в общем, коррупционер на фоне стенда. Да, и там все эти корешки перевернуты были, и некоторые не перевернуты. И он там выделил какие-то книги, какая-то игра, это специально. На самом деле мы просто забыли перевернуть. Это под утро снимали. А у меня был целый вопрос, потому что одна из неперевернутых книг — это книга Александра Роднянского «Выходит продюсер». Да, ну просто... То есть ты не специально... Нет, просто мы под утро уже снимали и забыли просто, и все. Но совпало прикольно, я думаю, ну, наверное, так и будет тогда, так и буду говорить. Я к этому обращаюсь так, что мы делаем свое творчество, выпускаем, и дальше это уже не наше, это уже дальше как разбирают, как додумывают, к чему-то приходят. Это уже не нам принадлежит. Так что я к этому нормально отношусь. Смотри, а ты же вот когда играешь коррупционера, у тебя какое отношение к этому? Чисто актерское? Или тебя тоже будоражит то, что страну разворовывают? Ну, честно говоря, вот когда снимался, чисто вот актерское. Сделать вот качественно, вот если честно. Но я вот всегда, вот до буквально... До 3 месяца назад вот я думал всегда, что политика, власть — это где-то там вообще, это где-то далеко нахрен, вообще не знаю, как будто это вообще не существует. Вот для меня всю дорогу это было. А сейчас я понимаю то, что это часть, я часть этого всего, я внутри этого всего. И типа, как так нафиг? Это же нельзя так делать. Нельзя так делать. Воровать деньги, да, на такой крупный проект. У вас огромное количество шуток про коррупцию. И раньше, и сейчас. Это глава семьи Оскар Карумпаев является видным чиновником нашей с вами земли. Вчера в их дом постучалось горе. И теперь они из-за пандемии уже как 48 часов не могут вылететь в Коста-Рику. В Казахстане воруют? Очень много. Это одна из самых главных проблем. Это вот человек, который ворует, у него нет моральных принципов. Воровать — это плохо. То есть, если человеку приходят эти деньги легко, через воровство, этот человек не будет развиваться. Он не будет думать о следующем поколении. Он не будет думать о благосостоянии народа. И, конечно, от этого не будет никакого развития. И эти люди, они будут до конца пытаться сохранить свою власть, потому что для них это очень легкий вариант зарабатывания денег, в целом власти, чего угодно. И когда эти люди у власти, они набирают рядом с собой не настоящих лидеров, а людей, которые им преданы. И из-за этого строится вся эта цепочка власти. То есть аким Алматы, допустим, какого-то города, он сидит акимом не из-за того, что он крутой политик, топ-менеджер или кто-то еще, а из-за того, что он предан власти. Это вот ключевое свойство, которое им важно очень. А при таком правительстве никакого развития не будет. Ну, когда главное качество политика не профессионализм, а лояльность. Конечно, да. Знаешь, короче, с 5К вообще вот такая ситуация получилась. Сделали клип, все замутили, я посмотрел драфт-версию. Я был немного в шоке, короче, от того, что в конце получилось.
Я думал, так, ну это такое, знаешь, такое чуть опасненькая игра. Думаю, и в то же время думаю, ну классно, в принципе, мы не соврали нигде, короче. Мы рассказали то, о чем мы ежедневно разговариваем. Все люди у нас в стране. Текст песни же вообще не связан с этим. Да, вообще никак, по идее. Но люди даже в этом находят смысл, знаешь? Люди думают, что это как-то связано. Люди нашли... Вот я не хочу сейчас говорить, что люди нашли, а это отвергать, понимаешь, что это не так. Все так, как вы считаете. Все правильно. Любой зритель получает ровно столько, сколько он может оттуда унести. Поэтому если он унес оттуда больше, чем мы туда заложили, это очень крутой зритель. А максимально коротко, а про что сама песня? Сама песня? Сама песня была написана, 2,5 года назад где-то, знаешь. Период тогдашний это не был политическим периодом, это был клубный период, поэтому песня, она о тусовках. А почему 5000? Ну, просто. В рифму, на самом деле. Ага. Ну, это... Вот смотри, вот я сейчас рассказал, что это просто было, да? Люди скажут, оказывается, это просто. А мы думали, что 5000 это минимальная взяточка, которую можно дать. И типа, чтобы у вас всегда в кармане было хотя бы 5, короче, чтобы развести что угодно. В конце клипа сцена, где молодое поколение побеждает поколение чинуш. Да. Это такое, типа, вкрапление позитива, оптимизма? Это оптимизм, Надежда да. на Но я завтра. сильно верю в наше поколение, именно в наше поколение. И в будущее поколение тоже. Очень верю. И вот хотели тоже дать месседж и дать мотивацию нашему поколению. В основном нас смотрят там молодежь. Из-за этого. 18-25 наша целевая аудитория. Почему ты веришь в поколение? Мы родились в независимом государстве, во-первых. Во-вторых, я думаю, что предыдущее поколение, которое сидит у власти, они не заслуживают независимого государства. Потому что мы получили это случайным образом. И это был как подарок. Люди, которые сидят у власти сейчас, они ничего не делали для того, чтобы быть независимым. Им всем такие, все, союза больше не будет, дали независимое государство, теперь вы сами по себе. И вот кто как правил после этого. В нашем случае те люди, которые тогда правили, до сих пор правят, по сути. И они не заслуживают, я думаю. Юрий будет дуть будет Юрий. Клип «Беги». Почему вы решили сделать такое высказывание? Это моя инициатива. Но во всех клипах сценарий пишу я, Тритмент. Клип «Беги» — это клип про домашнее насилие. Бытовое насилие, да. Потому что эта тема очень такая актуальная у нас в Казахстане. Да ну, я что-то попытался рассказать толпе, фидбэк бездействие. Так и будешь на дне, сильное желание оставаться без дел. Это были первые попытки социальных клипов, кстати. И тогда я и понял, что нельзя в таком чистом виде это подавать. Потому что тот клип собрал минимальное количество просмотров, около... 1 900 000 сейчас. Ну, это очень мало для клипа. Тем более, сколько усилий там было. Мы там мурал огромный нарисовали. Бегали 3 месяца, чтобы разрешение взять. Но потом, после этого, конечно, пришло понимание, как это делать чуть глубже, интереснее. Ну, мы все тестили все это время. А как это делать? Засовывать поглубже. Чем тоньше, тем лучше? Конечно. То есть из опыта... Но не переборщить, потому что были клипы, где, слишком сложно понять уже и вообще не работает. А моя задача — это так, чтобы люди кайфанули от процесса просмотра и что-то для себя взяли. Люди, которые живут и выросли не на Востоке, считают, что здесь тема домашнего насилия гораздо более актуальна, что здесь женщин угнетают больше. Это стереотип или это правда? Вы про Казахстан или про Центральную Азию в целом? Потому что Я генерально про Восток, но давай конкретно Казахстан рассмотрим. В Казахстане тоже надо вот так какой-то разрез, наверное, делать, где как. Чем дальше от цивилизованных центров городов, тем хуже ситуация. Но в городах уже как будто бы идет все нормально. Это все откуда пошло? Казахи — это вот как коренные жители Северной Америки, к которым пришли европейцы и принесли с собой наркотические средства, алкогольные, как к китайцам пришел опиум. Из-за того, что не было, наверное, культуры этой правильно употреблять,
Из-за этого произошел какой-то бум. В нашем случае до казахов массово пришла алкоголь в конце 70-х, 80-х. Мужики все начали распивать, и ни у кого не было культуры. От этого и пошло, что люди перестали работать полноценно. Женщины на этом фоне начали таскать семью. Мужчина от этого угнетается, потому что он не главный в семье по факту, по денежным приходам. И каким-то образом он хочет это восполнить, и от этого и происходит бытовое насилие. По-честному, ты коснулся этой темы, потому что она тебя волновала, да. Потому что тебя распирала, или потому что ты понимал, что это хороший повод срезонировать и заявить о себе? Я ни один клип, ни один месседж не использовал ради хайпа, ради каких-то вещей. Это все, что меня беспокоит. Я сам в семье сталкивался с бытовым насилием. И я сам видел, у друзей было, ну, везде вокруг было. В начале нулевых практически каждая вторая семья сталкивалась с этой проблемой. Как с ней сталкивался ты? Были периоды, когда отец был нерелигиозным человеком, он распивал постоянно алкоголь из-за этого. Были какие-то моменты с бытовым насилием. Он поднимал на тебя руку? На меня нет. На маму? Да. В каких ты сейчас отношениях с родителями? Очень хорошие. Папа осознал все это. Сейчас он не пьет спиртное, человек религиозный. У нас все хорошо сейчас в семье. Юрий будет дуть, будет Юрий. Как ты относишься к вот этой вот классике уже из «Что было дальше»? Ой, бой! Ой, бой! Леш, казахов плохо всегда показываешь. Ой, бой! Зато я обожаю это делать. Ой, бой! Ой, бой! Это есть такое. А что это значит? Ой, бой, это типа, иди сюда, там. Ой, бой, там, обрати внимание. Это называется на казахском одагай сөздер. Тоже одагай называется. Это вот типа, когда нужно обратить внимание, знаешь. Там. Типа, арц-бырц там, знаешь, типа, вот такое. Тарс-турс, типа, вот такая. У нас, допустим, типа, когда говорят, что, типа, там, с посудой что-то случилось, да, вот, ну, посуду уронил, там, или мама приходит домой, там, когда ты шумишь, там, в комнате, да, мама приходит и тебе говорит, не мне, да, тарс-турс, типа, что вы шумите, понимаешь, у нас таких слов очень много. Типа, ой, бой, это одна из них просто. Ну, а самый прямой перевод — это «эй», по сути. Да, это просто, типа, ой, бой, все. Ты главный в тусовке фанат футбика. Можно так сказать. Ты фанат павлодарского Иртыша. Начну с того, что мой отец с 86-го года не пропускал ни один матч на центральном стадионе в Павлодаре. Это знаешь, как, типа, как ультрас, типа, от отца к сыну. Вот, типа такой тема. Я тоже рос на стадионе, я мечтал стать футболистом, у меня не получилось. Но вот эта любовь к Иртышу моя, это вот, ну, типа, с самого детства зародилась, потому что мой отец, все братья моего отца, все мои братья двоюродные, неважно, все были на стадионе, и мы всегда были там. И поэтому вот так получилось, что я не могу болеть за какой-то еще клуб, кроме, типа, даже за европейский какой-то. Мне неинтересно просто. Какой бы у нас чемпионат конченый не был, но мы болеем за Иртыш, короче, такая тема. У меня просто вот каждую субботу, неважно, съемки, концерты или что-то, если Иртыш играет в 5, я отхожу от всех. Я иду, смотрю онлайн-трансляцию. Если они играют в Алмате, я иду на стадион. Я шел на матч, играет Кайрат Иртыш. Иду на матч, встречаю по дороге своего знакомого, это даже не Кент мой, просто знакомый, который шел напротив. Он говорит, ты куда? Я говорю, я на матч иду. Мне как раз делать нехер, пойдем, я с тобой пойду. Я говорю, пойдем. Ну, чтобы ты понимал, примерно, наверное, тебе сколько сейчас? 34. 34, ему примерно так же. Вот он тоже старше меня, да. И вот он говорит, я буду пиво бухать, будешь? Я говорю, давай, ехал. И в итоге мы там где-то вдули 10 литров где-то там на стадионе, короче, стоим. 1-0, 2-0, 3-0 и уже 4-0. Все, у меня уже нет эмоций, я там начинаю кричать, орать. Матч закончился, я зову всех футболистов, они все подходят, я начинаю на них орать, что они забыли, за кого играют, что 5-кратный чемпион страны. Ну, вот это вот все у меня выплескивается, потому что рядом никого нет, опять же, я там, нас трое, там, павлодарских, да, там, кто-то пришел еще. Кричу, меня менты, короче, уводят. У меня Кент работает в Иртыше сам, я ему звоню, вы в какой гостинице? Он говорит, тут-то, тут-то, но ты не приезжай, ты бухой. Я говорю, нет, я приеду по-любому. Я в итоге приезжаю, вот рядом еще вот эти вот пацаны стоят.
Я бухой залетаю в эту гостиницу, иду в столовую, вижу, что они все хавают. И я вот на толпу кричу, говорю, вот кто павлодарский, на улицу. И ушел сам. И мы выходим, я стою вот так вот там, жду. Выходит первый. Кто это был, если не ошибаюсь? Александр Кислицын на меня посмотрел, такой, нет, не выйду. Еще один выходит, на меня смотрит, нет, не выйду. В итоге вышел Руслан Есимов и Милош Стаменкович, это вот... Серб, да. Я им начал, короче, там, вы чё, вы кто, вы почему, ПГУ, короче. И в итоге мы завершилось все тем, что мы пятером вот так вот обнялись и плакали. 2 игрока и 3 болела. Да, мы плакали. Руслан говорил, что он давал пизды всем, кто там играет, но никто не играет в итоге. Но в итоге мы поплакали, друг друга пообнимали и ушли. Уважаемые казахстанцы, я поздравляю казахстанский Кайсан! Победа в Кубке Казахстана, друзья! Я просто напоминаю, что павлодарский лишь лучше. Самая вкусная казахская еда. Бешбармак. Что это? Это конина вместе там, с картошкой, тестом и луком. Вот. Очень вкусно. Нереально вкусно. Ну, ты никогда не пробовал, да? Не. Вот человек, который никогда не пробовал беш, очень опасно первый раз покушать невкусный беш. Вот это очень опасно, потому что, не бывает второго шанса провести первое впечатление. Вот ты покушаешь, и все, братан, ты потом ненавидишь будешь беш же, если ты плохой покушаешь. Поэтому сегодня мы постараемся найти хороший, вкусный, свежий беш. А тем более мы в деревне, я думаю, в деревне должны готовить самый вкусный беш. Слушай, а как можно есть вообще коня? Это же конь, это же друган. Ты пробовал собаку? Такой вопрос, знаешь. Меня тоже это интересовало всегда. Слушай, вот ты задумываешься об этом, да, и у тебя возникает такой вопрос. Я никогда в жизни не задумывался об этом. Я вот первый раз, наверное. Вот задумался. Я вот сижу и думаю, не знаю, каким-то образом кушаю. Мои предки кушали, все кушали. Да. Сергей, со свиньей все ок, да? Но с ней он не дружил. А конь тебя и покатать может. Не И ты расчесываешь его еще вот так же вот. человек кушает своего коня. Ты же можешь чужого коня покушать. Он тебя не катал, в принципе, что он тебе... Вы друг другу ничем не обязаны, по сути. Итак, наконец-то мы добрались до бешбармака. Аппетитно? Да, я здесь вижу прям кусочки, которые хочется забрать. Как едим? Ты начинаешь, после тебя мы подключаемся. А почему я? Потому что я старший? Ты старший. А вы меня поэтому сюда посадили? Да. Ты гость, уважаемый, старший, поэтому здесь сидишь. Мне очень лестно, пацаны. Так. Старший. Все ждут старшего. Филешку взял, да? Так, смотри, здесь картошка, тесто, мясо и сверху это лук. И мясо вареное. Мясо вареное, да. Мясо варится примерно, сколько, 3-4 часа? Мясо варится, пену убираешь, потом на этом же бульоне варишь картошку. Юра, с баурсаками. А это что такое? Это хлеб? Это баурсаки, да. Пацаны, это же просто удар по фигуре. Брат, это просто реально углеводный удар. Брат, сейчас происходит. Какие углеводы, ё-моё, родна. Это Это вкусная еда. Нет, я подозреваю, что пончик очень вкусный. Углеводы вредят, если ты о них думаешь, что это углеводы. Если ты не думаешь о них, они ни хера не вредят, братан. Приятного аппетита. А объясните, что вот это еще такое? Вот эти шарики. Это курт. Это молочный продукт. Кстати, куртом спасали женщин на Алжире. Женщины заключенные, да. Они там работали, и там местные жители, получается, подходили к забору и закидывали в них камни. Но, как оказалось, это были не камни, а вот курт. И таким образом женщины, заключенные, можно сказать, выжили. Где-то. То есть у них была еда всегда. Каким-то образом. О, сорпа, бульон. Бульон это же. Ага, сорпа. Хурчохпа? Да? Джежа хандай. Андай же хурчохпа? А, все. Попробуй сорпа. А вот это что такое еще? Это ремшик. Ремшик, творог. Это творог.
Вкуснятина, да? Ну, это круто, да. Но он сладенький. Это как десерт или как сыр? Ну, как творожный сыр. Да. Юрий будет дуть будет Юрий. Пацаны, как так вышло, что за вечер мы перенеслись в Швейцарию? Такая страна, такой город, такая область у нас. Да, в целом в Казахстане можно и Швейцарию встретить, и Францию, и Швецию, и Данию, и Афганистан. Вообще все страны мира можно здесь встретить, в принципе. Если кто-то вдруг действительно подумал, что мы в Швейцарии, очень похоже, но это не Швейцария, это Кальсальское озеро. Юра, Кольсай. Кольсай. Кольсайское озеро. Это даже Алматинская область, да? Да, это Алматинская область. 4 часа от Алматы, и ты вот в такой красоте. Мы через стенку от вас жили, и вот из вашего номера ночью какие-то крики раздавались, какая-то ругань. Что происходило? Мы ругали Соловьева. Включили телевизор, и там стоял передача «Вечер» с Владимиром Соловьевым. И было смешно, потому что там 6 экспертов, 5 вот за Соловьева, и один там вот Украину представляет, и он прям не перестает. Это вы стреляли. Ему даже не дают слова сказать. Тут выстреляли, и все. Дебаты так проходят у него, знаешь, вы гнида, ты мразь. В Казахстане ты сразу, ты че тут? Это же прямое оскорбление. А что в Казахстане? Там, ты что нельзя так сразу, ехала, нахуй, ты что, блядь, ты гонишь, что ли, блядь, ты кто гнида, нахуй? Ты что, блядь, 18 миллионов смотрит, ты что, иди сюда, все. Мы смотрим, потому что вот он вызывает какой-то, знаешь, ненависть, короче, прям охота ругаться. Если хочешь поругаться, можешь включить Соловьева и просто... В моем детстве было просто говорит, нет, это ты гнида. Он говорит, ты мразь. Нет, это ты мразь. В Павлодаре же каналы российские полно-полно. Полно. Типа Россия-2, вот я говорю, откуда я тебя знаю, с удар головой. Типа там, ну, типа, поэтому там очень много было каналов именно российских, потому что, ну, мы близко к границе. Там все показано. Ну, РЕН-ТВ, я тоже раньше верил в НЛО. Типа. Нет, так земля плоская. Земля плоская, абсолютно. Абсолютно. Куаныш, как понимать вот эту фотографию? Молодой Назарбаев, он везде висит старым, и мы решили повесить молодого Назарбаева. Да и в целом он работает в обоих случаях. И как Степ, и как люди, которые за Назарбаева, тоже увидят его. В любом случае работает. Так, а вы с целью Степа повесили? Ну да, мета-ирония есть там. Я просто несколько удивился, когда вошел в кабинет, поскольку вы группировка, которая, мягко говоря, не совсем согласна. А тут я как будто зашел к чиновнику там, российскому, казахстанскому, и это увидел. Да. А это Степ? Это Степ. У нас, кстати, ко мне недавно приходила одна женщина, она дочка одного из реальных оппозиционеров, которые были в начале нулевых. Там половину убили, половина переехала. И она сейчас с бизнесом занимается, и мы с ней общались по проекту. Она вот зашла и спиной сразу села, она даже не увидела его. И мы час примерно пообщались, и она уже договорились, прощаемся, она уходит и замечает Назарбаева, и так застыла, стоит, и говорит, это Степ или реально нравится? Я говорю, Степ. И после этого она сразу успокоилась. Отца этой женщины было, грубо говоря, мягко говоря, не совсем сладко в то время. И она лично испытала на себе некоторые такие нюансы правления Назарбаева. В клипе «5000» есть сцена убийства. Да. Это же убийство 2005 года. Да. 2 выстрела в сердце, 1 еще куда-то. Официальная версия самоубийства. В голову. 3-й выстрел. Самоубийство. Это оппозиционер важный этих времен. Да, Заманбек Нуркадилов зовут. Не похоже на самоубийство? Да, чуть не похоже. Ну вот это было 2-е убийство по счету. Там было 1-е убийство за год до этого. А потом Заманбек Нуркадилов, и потом всех загасили. Ну, все поняли, что уже не стоит. В какой-то момент вы продали канал Ирины Кайратовны. Да. Почему? Это было не продажа канала, это было заключение с компанией Salem Social Media. Мы должны были передать канал и поставлять дальше контент. Компания требовала от нас аполитичность. Мы не смогли сдержать эти условия.
В итоге мы расторгли этот контракт, и канал остался у них. Я слышал, что это что-то вроде государственной медиакомпании в стране. Это как «Спасибо, Ева», «Газпром Медиа» и так далее. Это просто в странах СНГ информация датируется, субсидируется государством. Это телевидение 100%, у нас точно, коммерческие телевидения, даже музыкальные все датируются государством. Соответственно, появился интернет, они там туда тоже лезут. И я не имею ничего против этого. Это должно быть. Ты можешь говорить, за сколько вы его продали? 10 миллионов тенге. В рублях это 2 миллиона примерно. Чуть меньше 2 миллионов рублей. Это очень мало. Почему вы на такую небольшую сумму согласились? 2018 год я лично подписывал, и эту сумму озвучил я. И это мой факап. Если бы ты перенесся на 3 года назад, какую бы ты озвучил сумму? Я бы не стал продавать вообще. Я бы не стал с ними работать. Ну, это такое. Я об этом не думаю, если честно. Перенесся назад, ну вот в целом. И мы уже это не контролируем из-за этого. То есть канал у них, но вы не поставляете туда контент уже сколько времени? 2 года. С 2019-го? Да. Угу. Вы создали свою компанию, и в этой компании свой YouTube-канал, где вы выпускаете и скетч-шоу, и клипы. Да, ГОСТ называется. Что это за флаг? А это пантюркизм. У нас в Казахстане нельзя вешать флаг Казахстана, я решил повесить флаг пантюркизма. Нельзя вешать флаг Казахстана? Нет, нельзя. Кстати, недавно это отменили, но все это время нельзя даже было. В помещениях? Нельзя было. Так это же патриотично, наоборот. Вот, непонятно. Пантюркизм — это объединение турков. Симпсоны? Да, Симпсоны. Любишь их? Да, люблю. О, тут, да, слушай, у антологии прям тома, это только том 5. Да, но я его не читал, кстати, потому что... Я раньше синглы все эти собирал, и я решил их всех собрать, но я пока не успел собрать. «Тетрадь смерти», манга. Это манги, короче. Я их на английском купил. У меня в Астане дома есть этот на русском, а я это на английском купил, чтобы практиковать английский. Интересно? Или просто смерти? как... Да. Ну, то есть ты читаешь это, прям следишь за сюжетом, или тебе просто как культурное явление? В первую очередь сюжет тут. Ну, вообще всем советую, кто... У меня друзья, которые особо не интересуются японской культурой, мангой, аниме. Я всем советую в первую очередь «Атаку титанов» прочитать. Вся эпоха фотиков, да? И старые, и актуальные. Да, прикольно. Они не рабочие, кстати. Ты просто собираешь или...? Нет, я на них фоткал. Минолта работает, на объектив потерял. Потом Зорки работает. Ну, я на них фоткаю, в Инстаграм выкладываю свои фотки на фотик, на пленочные. Фотограф — это твоя первая работа? То, чем ты зарабатывал впервые? Мероприятия я фотографирую в основном, свадьбы и так далее. Моментальщик, который фоткает, вот так быстро печатает и продает эти фотки по 300 тенге. Где это было и когда? Сколько тебе было? В Астане было в 11 класс, 10 класс. В 10 классе я начал. А у меня учитель был этим фотографом. Он, то есть, у нас преподавал экономику. В школе? Да, в школе, а по вечерам фоткал. А я, когда к нему заходил, я увидел, что он обрабатывает фотографии. А я сказал, что я тоже умею обрабатывать фотографии. И потом он меня затянул, и мы с ним вместе днем, я приходил в школу, я сидел у него на уроках, и после школы я с ним вместе езжал на всякие ездил на эти мероприятия и фотографировал вместе с ним. Потом на видео перешел. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Припаркуемся. Короче, чтобы никто не удивлялся, как мы добирались сюда, вот такая мода. У всех. Казахская защита от ключей. Смотри, снова перенос, и мы уже в Канаде. Как так? Не Канада, а Каинды называется, потому что здесь вот это озеро Кульсай, где мы были, это, получается, продолжение озера. В 1911 году было землетрясение очень сильное в Алматинской области, и, получается, вот образовалось вот такое чудо природы. Шампунь жумасом, да. Ты должен был снять Панаму, вот так сделать и сказать шампунь жумасом. Из-за перхоти я не мог носить черный кожак, здоровался с братками. Салам алейкум, халасна, жиктер, братан. А что это за чуваки, которые шампунь жуман сосят?
Джумай. Не Джуманджи, Джумай Симба. Джумай Симба. Джумай Симба. Да. Это легендарные местные алматинские КВНщики. Мара Алибаев. Команда КВН Колледж Мап. Смотри, эта реклама действительно существовала или это Степа? Нет, это просто угар. В то время они сделали так. Шампунь Жумай Сымба. Скажи перхоти, көзіме көрбейтін болы, түсінің ба? Ты чемпион Казахской лиги КВН. Да. Еще и чемпион Казахстана по истории? Ну, это в школе, да. Олимпиада. Это Олимпиада? Олимпиада. По всей стране, которая была? Да. Ну, это история Казахстана или это мировая история или все остальное? Это история Казахстана, брат. Ну, и всемирку тоже изучали параллельно. Но больше по истории Казахстана. Ну, с помощью нее я выиграл грант и поступил в Астану. Вот так. И потом вот получилась Ирина Хайрат. Как ты относишься, когда вас сравнивают с группой «Хлеб»? Чуваки, которые делали сначала юмор на Ютубе, а потом стали музыкантами. Да нормально отношусь. Типа, меня это не злит, типа, блин, да нет, мы же не «Хлеб». Нет такого. Но вы похожи, вы согласны? Ну, есть сходство, да. Одинаковый путь, наверное. 3 твоих любимых человека из юмора. Мне нравится Мусагалиев. Очень смешной чувак. Сабуров. Прикинь, вот я сейчас говорю казахов опять. А кто 3? Мне нравится Key and Peele. Это американский дуэт скетчеров. Мы, кстати, увлекались. Мы смотрели их. Это же чуваки, на которых вы ориентировались, когда запускали Ирину Кайратовну. Ну, можно и так сказать. Мы хотели что-то такое сделать, вот как они делают. Вот они крутые. И они снимали юмористические вот такие скетчи, а потом сняли фильм, триллер, прочь. Смотрел? Не. Посмотри обязательно. Классный? Очень крутой. Ну, как самостоятельное кино? Как самостоятельное кино, вообще не юмор. Лучший сценарий «Оскар» брал. Да. Всем советую, очень крутой. кстати. Посмотрите, прочь. Но мы больше на Key and Peele похож, чем на «Хлеб». Так, Key and Peele. Key and Peele у меня вот прям на первом месте, наверное, стоит. Второй — это Мартиросян. Ох, да. Да, и Слава Комиссаренко. Народный комик? Ну, я не знаю, я все его стендапы посмотрел. Славина, вот все буквально. И подкасты его, кажется, все посмотрел. Ну, короче, по мне, Слава Комиссаренко, я не знаю, вот это тот юмор, который я обожаю. Такой тот самый юмор, добрый, не обидный. Это вот прям в точку. Монти Пайтон, Мистер Бин. Вот он как раз. Вон. Мистер Бин, Монти Пайтон и, наверное, мне нравится очень сильно Гарик Харламов. Мне кажется, он в прошлой жизни казахом был. Вообще. Почему? У него юмор такой гонимый прям. Вообще, я обожаю его. Мне очень сильно нравится Эдгар Райт. Это вот британский режиссер. Скотт Пилигрим против всех. Много фильмов. Армагеддец. Типа «Крутые легавые». Ну, такой британская комедия. Потом мне нравится Тарантино. Мне нравится Сатоси Кон. Это не фильм, больше он мангака, который еще его манги анимируют еще много. Как бы ты описал юмор, которым оперирует Ирина Кайратовна? Смотря в каком отрезке времени. Сейчас это хороший юмор, сейчас это сатира. А в начале? В начале это было экспериментом. Мы сами, неокрепшие умы, мало что понимали, зеленые, просто начали пробовать, и даже не было цели быть популярными. Просто на тот момент я работал в телевидении, Алдияр работал в телевидении, и мы устали от этих форматов, просто хотели попробовать что-то свое. Это поперло, потом пришла известность, и только потом пришло осознание того, что мы делаем. Я так понимаю, есть шутки, за которые тебе неловко сейчас? Да, но у меня такой есть навык, я забываю о негативном, но если вот так пройтись, конечно, мне будет стыдно. Из того, что мне бросилось в глаза, ты смотрел фильм «Каха и Серго»? Нет, но я смотрел обзор «Бэдкомедиан». Что ты думаешь про уже канонический момент с туалетом и 2 людьми, которых мучают тем, что их подельник испражняется? Это очень плохо. Сама эта сцена, окей, ничего против этого не имею, но то, что я потом узнал, что это один из самых кассовых фильмов в России, верно? Да. Вот это больше всего огорчает, что это люди хавают такие фильмы. Ирина Кайратовна, выпуск номер 12. Да. Там фекальная тема
аж трижды пронзает выпуск. Там один сюжет, что Алдияр ищет, где посрать. Там концовки коррупционер, который бухим сел за руль, попал в аварию и не только не может брать взятки теперь, но еще и не может сам себя обслужить после туалета. Да. И совсем трэшовый момент, когда на сходке девушка тоже испражняется. Да. Как такое возможно, если тебе юмор Кахи и Серго не нравится? Ну, во-первых, человек всегда меняет свое мнение, он развивается. Но по отношению к этим скетчам мне до сих пор импонирует, потому что в том случае фекалии — это инструмент повествования истории. В сцене, где Алдияр испражняется, это на другое шоу, которое называется у нас «Халаулом» называется, что-то вроде... Пусть говорят. Нет. Вот такие ТВ-знакомства, даже такого формата нет вроде в России. Очень плохо. Очень плохой формат в целом. Люди тупеют там про сплетни, про вот такие вещи. Ну, программа идет 3 часа, прайм-тайм, и весь Казахстан это смотрит. И мы показали это, то, что это говно просто выпуск. И если в контексте этого показывать, то это нормально. Окей, про взяточника, допустим, я тоже понимаю, хотя там уже просто перебор по количеству был. Но девушка... Да, там не очень. И не потому, что она девушка, а потому, что там бессмысленно это выглядит. Да, там нет смысла. Кстати, вот последние 2 выпуска нам писали сценаристы другие, это было ошибкой. Вот эти скетчи нам другая сценарная группа написала. И выходило это уже после того, как вы... Кстати, Салемовский. Да, после того, как вы заключились с госкомпанией. Да. И для госкомпании не окей шутки про политику, но окей шутки про говно. Ну да, это отвлечение народа же, чтобы люди тупели. Это же подходит в целом под их программу. Я мамбет и вирус мамбетизма. 9 выпуск. Дело в том, что у вашего парня оказалась последняя стадия мамбетизма. Кто такой нахуй? Ты спиминг. Слушайте меня внимательно. Это таблетки от мамбетизма, антимамбетин. Расскажи тем, кто не понимает, что это. Мамбет — это провинциальный гопник, так? В целом, да, так классифицируют, что мамбет — это человек, который необразованный, который ведет себя грубо, гопник. Но я так не выражаюсь. Это грубое слово, да? Ну, это как нига. То есть я могу это сказать, мамбет, другому казаху. Но если это будет говорить человек другой национальности, это будет считаться снобизмом. Это N-words. Да. Но там был стёб на то, что вот такого гопничества полно среди молодежи. Его полно. Есть определенное количество. Что за музыка, которую доктор успокаивает? Хабиби, да, вроде? Да. Ну, такой мамбетский трек. Вот как раз классифицируется с мамбетами. Мамбетский трек. Да. Это казахстанская музыка или просто восточная? Такая вип-казахская. Как? Есть термин вип-казах. Кстати, сейчас заменяют слово мамбет на вип-казах. Состоявшийся мамбет, грубо говоря. Новый русский, наверное. Человек, у которого внезапно появились деньги, и он всеми способами показывает, что у него есть деньги. А культуры не очень много. А культуры вообще нет. Братан, по-любому будет комментарий, потому что у нас в Казахстане, как и говорил Азам Мусагалиев, наш братан, да, он говорил, что казахи не везде правильно используют мат. И в комментариях тоже так же будет. У нас слово, допустим, долбоеб, это комплимент. Да, в комментариях написано, бля, долбоебтар, молодцы, нах. Вот такая. Если напишешь долбоебтар, значит все нормально. Это хороший коммент. Как? Долбоеб? Долбоебтар. Типа долбоеб. Нет, здесь больше зависит от, братан, от интонации. Знаешь, типа, долбоеб, типа, вот это злостно. Долбоеб. Вот это нормально. Юрий будет дуть, будет Юрий. Кстати, у меня есть крутая история. Я видел однажды Назарбаева вживую. Это был университет, был съезд молодой партии, и туда сказали то, что приедет Назарбаев. А я такой, знаешь, с поселка, и мне всегда его хотелось увидеть. Я не знаю, мне как будто это было бы так гордо. Я приехал бы в поселок и сказал, я видел Назарбаева. Вот типа, вот такой у меня понт был. И мне удалось пробиться вот в центральный, где вот здесь он сидит, выступать будет. Вот здесь есть центральный, и вот все трибуны еще есть. Очень много людей. И мне удалось вот сюда протиснуться. И я сижу,
И его объявляют, вот здесь рядом подиум, вот до того места, где он будет сидеть, объявляют Назарбаева, типа, встречайте, президент Республики Казахстан, Казахстан. И он выходит, там все так, дым. И я поворачиваюсь, и он где-то вот так в 3 метрах от меня идет. И вот честно я тебе скажу, такая аура волны просто вот так. И ты такой это чувствуешь. Я смотрю на него, у него костюм, все так, ботинки лакированные. И я просто зависаю, я на него смотрю. И я не знаю, что на меня нашло, но меня просто накрыла его аура. Он идет, я на него смотрю. Все фигня. Теперь, когда он выступил уже, и он возвращается, и он по этому подиуму обратно идет, и вот так всем тык-тык-тык 5 дает. Ну, президент страны, ё-моё. Всем 5 дает, всем он так махает. И я тоже хотелось, мне вот так руку вытягивать, чтобы он дотянулся до моей руки, дотронулся. И я такой вытянул руку, и он так дотронулся. И я почему-то взял его так 2 руками, за руку его держу, и говорю: Нурсултан Абишевич, Нурсултан Абишевич, Нурсултан Абишевич. Не знаю, что сказать, вот так говорю, просто раз 4-5. И в один момент мне по рукам: как уебали нахуй. Ушел нахуй, мне говорит охранник его. Слушай, ну... Я пошел, сел. Ну, у него был рост и телосложение. Батыр. Жесткие аргументы, так сказать. Ушел нахуй. Слушай, очень смешно, но рассказ, как будто ты про божество какое-то рассказывал. Вот, прикинь, вот так. Типа такая у него аура правильно была. Ли так, правильно ли так относиться к президенту страны? Это же всего лишь президент. Ну, слушай, я был вообще не окрепший ум, не с поселка. Я вообще мир нахрен не видел. Но для меня тогда это казалось типа вау. Понимаешь, о чем я? А сейчас, если бы ты увидел, ты так же бы относился? Ну, я же первый раз видел. Не будет же второго шанса произвести первое впечатление, Юр. Вся ваша банда училась в Астане? Универ, да. Вы собрались из разных городов Казахстана в универ в Астане. Да. Как вы отреагировали, когда его переименовали в Нур-Султан? Странно, короче, это все. Вот. Ну, типа, мы в очередной раз подтверждаем, что у нас есть культ личности какой-то. Но, в принципе, к Нурсултану Абишевичу никаких претензий нет. Вот у нас просто вот совковое вот это вот мышление, что нужно вот лидера прям любить, прям вот называть, памятники ставить. У нас вот любят такое. А он типа ни при чем? Нурсултан Абишевич? Да. Я не знаю, насколько он там при чем. Ну, типа, у нас, знаешь, это, как говорится, король не слышит о том, что говорят о нем на рынках, потому что до него не доходит это. И вот, я не знаю, что он думает насчет этого повода, что вообще было. Но, с одной стороны, братан, если так думать, если так смотреть, этот человек и сделал этот город, по идее, с одной стороны. Но с другой стороны, конечно, ну, типа, именем человека тоже странно. Если бы он руководил бы страной первые 2 срока и ушел бы на этом, он был бы классным чуваком для всех. Но власть — это такая самое сильное, что есть у нас, наверное, на земле. И это такой сильный соблазн, что никто не устоит. В целом, вся эта проблема исходит от того, что существует абсолютная власть у кого-то. Нельзя такого допускать. В целом, президентская форма правления — это уже провал. Потому что, когда в руках у одного человека вся власть, конечно, это будет влиять на этого человека. А если бы эту власть разделили на 400 человек, как парламент, допустим, все было бы намного лояльнее, правильнее, что ли. Он меня удивляет, если честно. Вот знаешь, он всегда как-то просто ко всему относится. Ну, типа, да, ща, нормально. Да. Вот такого у него нету, типа, так, что там, давай, вот это, такого нету. Просто как-то спокойно сидит, может поспать, может поесть. Но он при этом делает классно. Ты понимаешь, почему ему не страшно говорить о тех темах, которых в Казахстане не очень принято? Ну, клип 5000 — это прям... Ну, это смело, да. Почему ему не страшно? Я не знаю, я вот задавался этим вопросом. Типа, я такой подумал, почему он в натуре, что у него, яйца, что ли, стальные? Почему он так сделал? Это же смело, очень смело, по идее. Да, может, у него крыша какая-то есть? Кто-то его крышует? Я так думал у себя в голове. Никому не говорил, но просто так думал. А потом, ты когда его слушаешь, когда с ним разговариваешь, у него просто есть четкая позиция на все касательно всего. И ты такой его понимаешь, типа, и такой думаешь, ну, ладно. И вроде как не страшно рядом. Ну, типа, да.
Это придает уверенности, да. Что твои родители говорят, когда смотрят там 5000 или... Ну, когда они- Котендекас говорят. Как? Котендекас. Вот. Это, значит, типа, не дергайся, короче. Не дергайся, сиди тихо. Типа. Не усовывайся. Ну да, типа такой. А как еще раз это по-казахски? Котендекас. Котендекас. Мы тебя учим плохим словам, Юра. Очень плохо это. Полно комментариев под клипом 5000 про вашу дерзость. Про то, что очень надеюсь, что их не грохнут или не закроют. Как ты реагируешь? Да меня это раздражает, потому что да мы все свободные люди должны быть. Казах от слова «свободный». Значение слова «казах» древнетюркское — это свободный человек. Вольный. Вольный, свободный человек. И я себя таким всегда чувствовал. И, к сожалению, я надеялся, что все так себя чувствуют. Оказывается, очень много людей боятся. К вам уже проявляют интерес люди из государства? Со мной личного касания не было. Но вокруг много историй. Могу рассказать одну из. У знакомого отец работает в КНБ. Это аналог КГБ у вас. Генерал какой-то, ну, важный чел. И он пришел домой, знакомый, и видит, что отец смотрит на кухне наш клип 5К. И спрашивает у него: что ты делаешь, отец? А отец отвечает: да там по работе. Это реальная история. Ну, наверное, прослушивают, там, читают переписки, WhatsApp, наверное, я не знаю. Но ничего такого противозаконного я не делаю, я чист. Если будет под меня копать, то надо будет постараться. Юрий будет дуть будет Юрий. Вы же ездили с гастролями, как Ирина Кайратовна, как музыкальная группа, еще до того, как у вас какой-то вообще набор песен появился. У нас на то время было только 3 песни. Это «Кеттек», «Нига-нига» и «Да будет шоу». Да будет шоу, чтоб было всем хорошо. И мы этими 3 песнями потом начали гастролировать. Вы чесали с 3 песнями? Да. Мы просто выходили, исполняли первую песню. Между первой и второй песней у нас был большой перерыв, где мы очень много разговаривали с народом, могли кого-то вызвать на сцену, знаешь, пошутить над ним, посмеяться с ним, постоять там, поговорить минут 7-8, то есть тянем так. А потом исполняем вторую песню, вторая песня заканчивается, мы еще один блок делаем. Ну, мы же бывшие КВНщики. Что-то мы придумывали на сцене, короче. Делаем еще один блок, потом исполняем 3-ю песню, потом делаем блок, а потом говорим: к сожалению, на этом концерт Ирины Кайратовны, программа, к сожалению, закончилась, но как мы можем просто так уйти? Ребят, давай на бис. И мы по 2-му кругу просто проходили на бис. Точно по такому сценарию, кстати. 2-й круг тоже с паузами, с общение со зрителем. Все как положено. Люди не чувствовали себя обманутыми? Люди чувствовали себя, кажется, кайфово. Ну, кажется. Ну, по эмоциям, которые я видел со сцены, люди были довольны. Но сейчас-то, конечно, ладно, ситуация другая. Сейчас мы, наоборот, выбираем, что убрать со списка, там, что с трек-листа убрать, чтобы не заполнять программу. У вас есть фит с группой 91. Ты говорил, что это тот случай, когда встретились 2 группы, которых не приняло казахское общество. Все верно, да. Ну, мы матерились, они красились. В смысле, волосы? И волосы, да, волосы. И макияж у них был, ну, я не знаю, слишком разукрашенный, скажем так, на то время казалось. И все видели только вот это, понимаешь? Все видели в нас только то, что мы материмся, а в них то, что они разукрашены. Со временем все-таки, я думаю, нам удалось остаться теми же, а общество уже разглядело другие стороны всего этого. Что вы не только материтесь? Что не только материмся, да. «Вуканг». Это клип про влияние на Казахстан извне. Ну, казахстанскую культуру. Америка развращает, Китай сажает на букмекерскую иглу. Ну, покупает. А Россия спаивает.
Даже если коротко высказаться, то в целом это такой некий эксперимент с моей стороны. Я об этом, кстати, нигде не говорил, что я подумал, вот если я покажу проблемы внутренние и внешние равноценно, показываю и это, и то, параллельно, то на что будут обращать внимание люди? В итоге я был прав, и никто не написал про какие-то внутренние проблемы. Хотя там Алдияр — это суперконсервативный человек, который запрещает все своей жене. Азамат — это человек, который сидит у телевизора, критикует все, но по факту ничего не делает. Хиро, он элементарно просто ставить все время, и все, что дома есть, он поставил. И про это никто ничего не сказал, не высказался, и все обращают внимание только на вот такие внешние проблемы, но в себе никаких не видят проблем, каких-то минусов. Это такой суперпопулистский клип, то, что хотели люди увидеть, я это им показал, и они увидели только то, что хотели увидеть. А то, что я закладывал, никто не увидел. Просто со стороны действительно выглядит, знаешь, как вот в России есть такие охранители, псевдопатриоты, которые кричат, что вся угроза за границей. Я хотел написать пост после того, как вышел клип, что это был мой эксперимент, и никто этого не заметил, и все обращаете внимание на якобы такие внешние проблемы, но на себя никто не смотрит. Но после этого мне пришла новость, что вы будете брать у нас интервью. Я думал, как раз все казахи 100% это посмотрят, и я вот здесь об этом выскажусь. Там есть прям очень прямая метафора. Торт в виде географических очертаний Казахстана, который дербанят на 3 части. Ты действительно чувствуешь такую угрозу? Нет. Кстати, вот это, наверное, одна из главных заслуг Назарбаева. В плане вопросов о внешней политике человек очень классно справился со своей работой. И, конечно, много минусов у него в правлении, но вот это надо похвалить 100%, потому что каким-то образом он умудрился, до сих пор умудряется сохранить целостность страны, когда сверху Россия, Китай и Америка. Хотя мы, наверное, считаемся каким-то лакомым кусочком, наверное. Извини за сомнение. А считаетесь? Для чего Китаю или России открамсывать часть другой страны? Смешно это звучит, учитывая, что Россия сделала в 2014 году. Вот. Но хорошо. Нет, это не так, что сейчас никто не будет забирать у тебя территорию, потому что будут миллиард с мирового сообщества всяких штрафов и так далее, но... Не всех это останавливает. Я понял. Смотрите. Вот, допустим, давайте возьмем вопрос с Сирией. На самом деле это же конфликт других больших стран. Это просто территория, где это все происходит. Ты допускаешь вариант такой, что Казахстан мог бы стать ареной, где показывают свои силы Россия, Китай и Америка даже. Есть, не знаю... Местом еще одной гибридной войны. Да, и никто не будет забирать территорию. Мы от всего этого как-то не без помощи, наверное, Назарбаева смогли. Что ты думаешь о России? Как он тебе видится, когда ты находишься в паре 3 часов лета? Я вообще в целом не разделяю людей на нации, на какие-то вещи. Если про... Я про государство, я не про людей. Про государство? Да-да-да. Она кажется тебе мировым лидером? Я не сильно шарю, если честно, в геополитике и так далее, но по моим ощущениям Россия действует на данный момент супер радикально. В целом это вот осталось от Советского Союза, где на первом месте стоит такая жесткая сила, где не обращают внимания на человеческий капитал. Вот. Во время Советского Союза так было, сейчас как будто это до сих пор продолжается в постсоветских странах. Какое-то такое отношение к человеческому капиталу. То есть человек — это ресурс. Ты родился, отучился 10 классов, поехал в какой-то университет, тебе бесплатное образование, потом в том же городе есть градообразующее предприятие, завод, ты там работаешь, по выходам у тебя есть кружок при этом же заводе, и там же умираешь. Все. Ты просто ресурс, чтобы на тебе добывали какие-то ресурсы, и там дальше были цифры, хорошие показатели у страны, и все. А как должно быть? Вообще, в целом, человек должен быть счастливым. Это главная задача любого человека. Как обрести счастье? Это твой спутник по жизни
и твоя любимая работа. Это один из главных составляющих. Но не у всех получается найти это по строгому таймингу, свою любимую работу и жену, допустим. Но у нас так прижилось, что ты должен после 10 или 11 классов среднего образования школьного уже понимать, кем ты будешь по жизни и поступить в университет. Иначе тебя не поймут родственники, родители и так далее. А в моем случае я на 3-м курсе нашел свое призвание. Кто-то находит 40 лет, кто-то в 35 лет. У каждого свой тайминг, я думаю. Допустим, на Западе практикуется gap year. Это когда после того, как заканчиваешь школу, ты целый год тратишь на то, чтобы посмотреть на все, что происходит. Разные профессии, что, как. И ты можешь после этого поступить в университет или же дальше просто работать, что-то еще делать, и потом к этому прийти. Можно получить высшее образование, не обязательно в 18 лет получать высшее образование, можно в 30 лет получить высшее образование. И можно даже жить всю жизнь со средним образованием, если тебя это устраивает. Если ты хороший, крутой сантехник, и у тебя все получается, зачем тебе эти 4 года обучения? Это вот твое призвание — будь сантехником. Это классно, когда человек нашел себя. То же самое касается и своей пары. Там, у нас в Казахстане точно есть сильное давление на женщин, на девушек, чтобы они вышли замуж до 25 там, и так далее. И это такое сильное давление на женщин идет в Казахстане. А вдруг человек не найдет себе за это время там, парочку и так далее. Юрий будет дуть, будет Юрий. Откуда вы прилетели вчера? Расскажите, пожалуйста. Мы с Астаны. Что там делали? С Астаны. У нас частное мероприятие было, выступали. Да. Ну, как видишь, концертный состав, вот мы 3 выступали. Так, и что за корпорат? Там движ Париж, брат. Ну, там, знаешь. Там день рождения, 16 лет. Девушки маленькая. Чувствую какую-то неловкость, нет? Ну как? Мы поехали, осчастливили человека на день рождения. Братан, 18 миллионов человек в стране. Нужно находить выступления, концерты как бы. Так что, если бы у нас народ был бы, условно говоря, как в России 150 миллионов, наверное, мы бы не выступали на частных мероприятиях. Мы бы прям нацеленно выступали на больших концертах, условно, да, и этим старались бы ограничивать себя. Но так как мы живем в Казахстане, где, скажем так, той-бизнес стоит на первом месте, но мы не ездим по тоям. Мы ездим именно по клубный формат. Молодец, есть будущее у этого пацана. Ну, если бы, Юра, ты здесь, допустим, работал бы, да, жил ты бы вел самый топовый той. Да. Ага. Скорее всего. По-любому. Да, без палева ты бы это делал. За большие-большие деньги. Это за какие? Ну, условно, если бы я был твоим продюсером, я бы тебе поставил ценник где-то 30 штук баксов. От листа, то есть от 30 начинался бы твой гонорар за один вечер. Нет, деньги — это по моей части, да? Да? 3 года назад у вас реклама стоила в скетч-шоу 500 тысяч тенге. 3 года назад? Да. Мне кажется, еще дешевле, если не ошибаюсь. Так. Ну, первая реклама, я помню, стоила 50 тысяч. Сколько она сейчас стоит? О, сейчас... ну, с каждым рекламодателем мы работаем отдельно. Я не могу сказать точную цену, но примерно цена варьируется от 10-15 миллионов. Это на выпуск. Но у нас есть разные площадки. Есть Инстаграм, есть площадки ребят также. Последний контракт, который мы подписали, я не буду озвучивать компанию, на 20 миллионов мы подписали, но это минутный ролик, даже не выпуск. Минутный ролик где? Размещаться? Да. На другой площадке, на Инстаграме. Я понял. У нас две основные площадки. Это Инстаграм и Ютуб. Когда ты про структуру доходов Ирина Кайратовна говорила, я забыл тебя спросить, сколько у вас корпоратив стоит? Сейчас, на данный момент, у нас от 7 тысяч долларов начинается. Но это концерт. 7 тысяч долларов — это концерт. А что может еще быть? Ну, имеется в виду частное мероприятие, даже не концерт. Тут там люди... Не, это концерт, а частный это дороже. концерт. Частный дороже. 15. Меньше. 10. Ирина Кайратовна как группа активно выступает, в том числе на частных мероприятиях. И при этом ты к этому не имеешь отношения. Но если вдруг ты узнаешь, что завтра парни выступают в Астане, в Актау, в Усть-Каменогорске на дне рождения дочери или сына мэра. А мне кажется, пацаны не будут выступать. Но если они выступят,
Ну, я огорчусь. Но в контексте той ситуации, вдруг им нужны были срочно деньги, допустим, или что-то такое. Я не хочу их осуждать и так далее. Это их выбор. Я в это не лезу. Так что... Но я верю, что такого не будет. Изучаешь ли ты, к кому вы едете на корпорат? Мы изучаем, конечно, кому мы едем, к какому человеку. Мы подписываем договор. Мы знаем этого человека, документы, все просим. Но прям четко как бы изучать, типа, а может он дружит с этими, с этой семьей, либо это вот, может, вот такие, либо это политики, либо это бандиты, или еще. То есть в таких моментах, я думаю, это все уже... у нас есть вот концертный директор Сека. На уровне чувств мы понимаем, стоит туда ехать или не стоит туда ехать. Вот серьезно говорю, на уровне общения это примерно понятно уже, понимаешь? Когда человек заказывает тебя, условно говоря, да? Ну, типа, ваш вайб или не ваш вайб? Да. Мы подходим, и можем ли там чувствовать себя комфортно или нет? К госчиновнику на корпорат вы поедете? Если Госчиновник, я думаю, госчиновник нас не закажет. 16-летие дочери государственного чиновника из какого-нибудь акимата или... Я думаю, мы никогда не узнаем. Скорее всего, мы даже были на таких мероприятиях. Я, кажется, мы не узнаем точно, что это дочка какого-то чиновника. Скорее, это преподносится как дочка бизнесмена или еще как-то по-другому. Если ты будешь знать, что это госчиновник, вы поедете? Сначала нужно знать, сначала надо столкнуться с такой проблемой. Как уклончиво. Просто смотри, я не услышал категорического «нет». Ага. Потому что нет, категорического нет. Да, потому что его нет. Но при этом я смотрю клип 5000 и вижу там сатиру довольно злую на чуваков, которые пилили бабки на строительстве легкого метро в Астане. Это вообще у нас памятник коррупции. Памятник коррупции. Я вижу у вас, Степ, в выпуске над чиновником, в семью которого пришла беда. Из-за пандемии он не может вылететь в отпуск в Коста-Рику. То есть я вижу у вас желание стебаться над людьми, которые воруют, и не только стеб, но и боль за это. И как это сочетается с выступлениями на частном... Ну, слушай, я тебе говорю, мы не выступали еще на таких мероприятиях, поэтому я уверен, что нас не закажут чиновники. Вот мы пытаемся что-то сделать, что-то улучшить в стране. Там даже в мышлении, может, молодежи где-то, да, я не говорю, что мы, капец, это наша прям полная миссия, но мы пытаемся что-то улучшить. Я считаю, что верхушка, самая верхушка, на самом деле занимается тоже вот тем самым. Но между нами вот пропасть, короче. Мы не можем высказаться туда, оттуда не доходит сюда, короче, понимаешь? Посередине все забирают. Типа царь, хорошие, бояре плохие? Ну, типа того, может. Я не знаю. То, как живут некоторые или жили некоторые из людей семьи Назарбаева, говорит о том, что у них очень много денег. Как это может получиться, если там все хорошие, и это только бояре плохие? Ну, ты видишь, ты сам говоришь, семьи Назарбаева. То есть... Короче, лично к Нурсултану Абишевичу я, честно, у меня личных претензий нету. Во-первых, я закончил школу имени Нурсултана Абишевича. Да? Меня там кормили 3 раза в день. И там образование было очень хорошим, чему я очень благодарен. И Нурсултан университет, Назарбаев университет, это тоже один из тех университетов, куда я пробовал попасть, понимаешь? Я лично президента не критикую, но правительство иногда делает вещи, ну, о которых ты просто не можешь промолчать, понимаешь? Это искренняя позиция или это такая перестраховка? Это искренняя позиция. Это искренняя оппозиция, да? Что? Как это называется, я забыл. Куйтыңдакас. Юра, куйтыңдакас, да я угораю. Не высовывайся? Да. Я уже понимаю, между прочим, казахский. По общению с пацанами у нас сложилось впечатление, что политика интересует только тебя. Всем остальным это гораздо менее интересно. И вот даже создавая клип 5000, они там выступают в классической связке. Ты режиссер, а они актеры. Нет, я же с ними утверждаю любой тритмент. То есть с их согласия. Не так, что они пришли на съемки, не знали, где они снимаются, пришли и отснялись. Это все коллективно решается. Но в плане того, что активности, да, больше исходит от меня. Но у меня лично нет никаких политических амбиций и так далее. Просто это меня волнует. Все. Не, я не про амбиции, а просто про область высказывания. Да. То есть они бы скорее, еще раз, это по ощущениям, все пацаны классные, отличные, но наверняка кто-то из них вообще не касался бы этого.
Если бы не был задан вопрос. От вас, от тебя, да? Нет, не касался бы тем, который поднимает клип 5000. Если бы не пришел Куаныш, который сказал: пацаны, есть идея сделать вот такую вот короткометражку с итогами года в Казахстане. И тут они уже как бы начинают в это увлекаться. Да. Ну, это нормально. Бывает, что они говорят: Куаныш, ну это перебор. Было. Звук концовка. Там была другая концовка. Другая? Да, не хочу озвучивать. Там сейчас заканчивается на том, что в единстве мы всех победили. Там был очень негативный исход событий. Да. Но это не так, что я так думаю. Просто я тогда заигрался. Пацаны сказали: нет, это уже too much. Но я это сразу осознал, сказал окей, и переписал конец. Как у вас делятся доходы? Доходы? Да. А мы их не делим, мы их реинвестируем. Если в рамках концерта пацаны, которые выступают, они получают. Есть у нас Бахтияр Азиз, который пишет музыку, они тоже получают свою долю. Между собой. Да. А видосы? Вот. Если, допустим, взять 13 выпуск, который вышел у нас, мы заработали с 2 реклам 14 миллионов тенге. 4 миллиона мы отдали агентству, которое все это вело. В сухом остатке 10 миллионов. Это почти 2 миллиона рублей. И все эти деньги... на выпуск мы потратили 11 миллионов тенге. То есть мы потратили больше, чем заработали. И почти всегда так. Тютелька в тютельку выходит. То есть я вижу, у меня есть 10 миллионов тенге, и я хочу эти деньги реинвестировать в контент. Хочется что-то попробовать, что-то сделать и так далее. На что ты живешь? Что твой заработок сейчас? Я беру коммерческие заказы раз в 2-3 месяца. Реклама? Реклама. Сериал отснял недавно. Ну, то есть одного проекта мне хватает там чтобы жить 3-4 месяца спокойно. Что за сериал ты снял? Салем Social Media снял сериал, кстати. Ого. Да. Ну, мне предложили экспериментально новый сериал, и в рамках творчества мне было очень интересно. И я пошел на это. Про что? Про эскортниц. Про эскортниц? Да. Казахстанских? Да. Ну, в целом, я думаю, что это сериал не про эскортниц, это про легкие деньги, это про культ легких денег, который у нас сейчас происходит. Это вот молодое поколение хочет стать тендерщиком. Тендер — это госзакуп. Когда ты закуп делаешь, там получаешь свои какие-то разницу. Это хочет стать блогером, хочет стать, чтобы зарабатывать на рекламе. Ну, короче, все хотят легких денег. И вот этот культ хочется остановить. И это примерно схема, как у «Газпром Медиа», да, когда он производит сериалы. То есть можно сделать как «Домашний арест». Это же сериал про коррупцию. Примерно такая. Но она не персонализирована. То есть там не упоминается Путин никак. У нас даже есть сериал, называется, он так же, как как у президента Украины. Как назывался сериал? «Слуга народа». «Слуга народа». Типа такого у нас есть сериал. Такая же схема. Верхушка ок, а те, которые служат, они плохие. Царь хороший, бояре плохие. А так бывает? Нет, я в это не верю. То есть если бояре плохие, то и царь тоже? Конечно. Это все исходит от этого человека. Он же вокруг формирует команду. Юрий будет дуть, будет Юрий. При этом ты же продолжаешь работать с государством сейчас? Я с государством не работаю. У тебя вышла короткометражка недавно. Шукан. Астанахаб. Да. И их датирует государство, квазигосударственное. Но со мной напрямую выходили. Это как работать, допустим, с телеканалом. Допустим, телеканал датируется государством. То есть ты работаешь с государством. Типа так можно привести к чему-то. Но напрямую с государством я не работал. А у госканала разве не те же принципы, что и у государства? Транслируют идеи государства, вы про это? Ну нет, я к тому, что работать с государством и работать с государственным медиа, например, тем, на котором ты свою короткометражку про Голодомор опубликовал, это одно и то же. Разве нет? Возможно. Но в моем случае это было так, что ко мне обратились, и я написал такую идею, эту идею поддержали. Хотя на самом деле государством до сих пор не признается Голодомор как геноцид. И эту тему вообще не освещают. И даже если это средства, которые пришли ко мне государственные, но работают во благо, я думаю, это ок. То есть если пришли деньги государственные, и это работает во имя хорошего, во благо, то почему нет?
Я в целом не за то, чтобы свергнуть государство, выйти на улицы и так далее. Я за soft power, чтобы все происходило мягче, чтобы без анархии все это происходило, без радикализма. Митинг — это разве всегда радикализм? В случае с Казахстаном это легко переворачивается в радикальные отношения. Ты в курсе, что такое офшорное дело, панамское досье? Это огромное расследование всех журналистов мира про то, у кого хранятся деньги в офшорах. В месте, где там их хранить либо список неэтично, либо незаконно. И там нашлись деньги огромного количества чиновников, и в том числе премьер-министра Исландии. И примерно весь Рейкьявик вышел на центральную площадь, когда это стало известно. Не разбил ни одного стекла, и на следующий день премьер-министр ушел в отставку. Ну, это Европа. Но у нас пока нет культуры. К нам пришел капитализм 30 лет назад. У них есть уже 200 лет капитализм. Они умеют обращаться с деньгами, с властью. И все это у них уже построено. А у нас все это только образовывается. 150 лет назад у нас не было ничего. И вот мы сейчас сидим в Алмате, здесь не было ничего. Тут была степь. Никаких элементов цивилизации. И за эти 150 лет было срочно, быстро построено, и мы слишком быстро адаптировались к этому, но морально отступились как будто бы. Мы не успели также подняться морально. Где-то даже потеряли свое. Вот. Из-за этого у нас пока нет такого осознанного общества, пока нельзя выйти просто с митингом, очень цивильно, ничего не трогая, довести дело до ума. Это можно легко перевернуть. По этой причине ты никак не высказывался, когда были митинги в городах Казахстана в последний год? Так, самый такой серьезный был во время выборов. В парламент? Нет, президента. И в парламент это... Ну так, это было такое точечное. Президент? Президента летом 2019 года. Я тогда участвовал. В митинге? Да. Там было так, что опять повторяется один и тот же сценарий. То есть есть один реальный кандидат и 4 таких, как у вас, Жириновский и так далее. То есть нет реального второго претендента? Кстати, был такой, его звали Кусанов, фамилия Кусанов. Он был якобы таким, новая волна, но по факту оказался, что какой-то тоже госпроект. Допустим, после этого интервью к тебе приходят и говорят: Куаныш, ты такой талантливый человек. Есть предложение возглавить канал государственный. Канал нет. Хорошо. Есть $1 миллион или вообще неограниченный бюджет на то, чтобы сделать классную интернет-империю. Вот как, знаешь, наш земляк Вячеслав Дусмухаметов Label.com сделал в России. А давай ты сделаешь такой же в Казахстане. Но зависит от контракта, от момента, предмета договора. Если это будет очередной проект типа «Спасибо, Ева» и так далее, конечно, я откажусь. А если это будет так, чтобы эти деньги потратились на развитие общества, я был бы за. Я бы руками и ногами был бы за. Работать с государством допустимо? Допустимо, смотря какие цели. Если это развращение, если это цель заполнить инфополе тупым контентом, быдло-юмором и так далее, конечно, это плохо. Ну, хорошо. А если просто делать не стыдную пропаганду, едва заметную, тонкую? Пропаганду чего? Смотря чего? Политического режима. Нет. Если это будет пропаганда дружбы нации, если пропаганда того, что не стоит курить там, и так далее, конечно, я за. Но есть это такие базовые моральные принципы. Если это служит власти какие-то там, за этот режим, за что-то такое частное, конечно, я откажусь. Вы уже купили себе машины, квартиры? Нет еще. Ну, квартиру один я не купил. Вместе с мамой мы взяли в ипотеку. Для мамы? Для мамы, да. Ни машин, ни квартиры. Но пока что. Мы пока идем к этому. Как бы это не основные наши цели, типа дом, машина. Ничего страшного. А какие основные? Основные цели? Это прожить счастливую жизнь. Вот самая основная цель. Блин, тяжелая задача у тебя, слушай. Кем ты видишь себя в 40? В 40?
Ну, хотелось бы уже иметь хорошие ресурсы, чтобы влиять на статус страны или на состояние, на общество, уже государства, на уровне государства. На уровне государства? То есть иметь инструменты. Не так, что работать на государство. Снять полнометражный антиборот? Нет, не так топорно. Ну, в целом, я за развитие, я сейчас повторюсь. Много что утеряно у нас, много было философии у нашего народа. Ну, неспроста у нас 9 место, неспроста наши предки смогли отвоевать столько земель. Было очень... Я буквально года 2, наверное, изучаю осознанно историю, собственную историю, и прихожу ко многим открытиям вокруг своего народа. И хотелось бы все это возродить. И мое творчество, искусство, именно кино, это один из самых лучших инструментов, наверное, для подачи всего этого. Юрий будет дуть, будет Юрий. В чем сила? В знаниях. В Боге. Вся сила у него. Сила в идее. В чем сила? В старании. Каждый человек, который старается, прав. Юрий будет дуть, будет Юрий. Конкурс озвучим в разговоре с тобой. Что будет призом от Ирины Кайратовны? Это худи, Бисен бренд. Это наш друг, с которым который покинул наш мир в том году. Он был стрит-арт-артистом, выражал свои позиции и был один из самых смелых людей и одним из самых добрых в моем окружении. Он, к сожалению, покинул наш мир в том году. И его убили, насколько я знаю? Да, но это такой бытовой случай. Это в рамках семейных каких-то выяснений отношений. Никаких политических вопросов там не было. И это его самый фирменный, один из самых фирменных принтов. Кто кого здесь увидит, зависит от воображения человека. Подожди, я слышал, что если всмотреться, там глаза Назарбаева. Да. А это Степ такой? Ну, он точно не поддерживал власть. Так что, скорее всего, могу за него ответить, что, скорее всего, это да. Конкурс. Название Ирины Кайратовны, насколько я понимаю, ничего не значит. Это просто был угар, разгоняли шутки и придумали. Давайте придумаем любую вымышленную ситуацию, откуда это название могло взяться. Просто такой простор для шутки. В закрепленном комментарии нужно написать, что это на самом деле может значить. Чем интереснее, заковыристее и, может быть, смешнее это будет, тем больше шансов на то, что этот худи достанется вам. Спасибо! Юрий будет дуть, будет Юрий. Сначала несколько объявлений. Чем дальше, тем непонятнее, что в России будет с Ютубом. Я надеюсь, что с Ютубом все будет хорошо, но на всякий случай, если вдруг нет, 2 альтернативные платформы. Инстаграм, вот его адрес, а в описании есть ссылка. Телеграм-канал, ссылка тоже есть в описании. Во-вторых, мерч в Дудя. Например, вот такие футболки, например, вот такие худи, например, еще вот такие футболки и вот такие худи и множество других мелочей. Все это можно заказать, где бы вы ни жили. В Алматы, в Ташкенте, в Бухаре, в Торонто. Я не понимаю, как это происходит в пандемию, но даже в пандемию туда добирается наш мерч. Так что, если вдруг что-то понравится, вдудь.ру, заходите и заказывайте. А если не понравится, ничего страшного, мы будем любить вас так же, как и любим сейчас. То есть очень сильно. Сразу скажу, есть конкурсы, в которых у нас до сих пор нет победителя, потому что нет классного варианта. Вот, например, конкурс с Моргенштерном. Мы не видим варианта, который бы прямо разрывал. Поэтому мы сейчас откроем еще одну ветку комментариев под тем видео. Вы можете прийти и предложить свои варианты. Итак, Антон Долин. Нужно было коротко, в его стиле, в стиле его ультракоротких рецензий, описать какой-нибудь известный фильм. И здесь супер вариант. Иван Васильевич меняет профессию. Какую машину времени не изобретай, все равно попадешь в Россию при царе. Таня,
победитель этого конкурса. А что делать победителем этого конкурса, я в конце скажу, когда назову всех победителей. Смирняга. Смирняга, нужно было придумывать нового героя из вселенной Лапенко. Там просто россыпь сумасшедших вариантов, очень крутых. Но победил, благодаря демократическому голосованию в нашем редакторском чате, следующий вариант. Лютояр Чернобогов его предложил. Вселенной Лапенко очень не хватает того самого подвального качка из конца 80-х, начала 90-х. Глуповатого, немного ограниченного на своей теме, но обаятельного человека. Тарас Метанович Бугаенко. Человек, живущий настоящими мужицкими стереотипами, любит жемлежа и маму. Уважает серого, хрен знает кто такой, и фиолетово-зеленые спортивные костюмы. Не любит говнарей, можно развить хороший сюжет с розой-роботом и бегать. По-моему, будет топ. Супергерой. Но есть и второй вариант. Дмитрий Щербина его предложил. Анжела Валерьяновна Гильза. Вот здесь вот комментарий вы можете на стоп поставить. Здесь классное описание возможных сюжетных линий. Дмитрию Щербине мы готовы выслать мерч в подарок, просто чтобы отметить эту версию. Антон Птушкин. Нужно было рассказать о самом незабываемом путешествии в своей жизни. Выиграл вариант, который настолько нереально звучит, что я сомневаюсь, было такое на самом деле или нет. Пабло Кихот. Самое необычное путешествие. В 1987 году я родился в Украине. Затем эмигрировал в Канаду в 2009. В Канаде познакомился с сомалийцем, который там проживал уже в течение 20 лет. У нас было несколько совместных фото на моем телефоне. Затем по работе в 2015 году я поехал в Сомали подписывать контракт для фирмы, на которую работал. Меня взяли в плен местные группировки. Все мои личные вещи были изъяты. Один из членов банды увидел на моем изъятом телефоне фотографию меня и моего сомалийского товарища из Канады. Он оказался его дядей, братом его отца. После этого он связался с ним, и, узнав хорошие отзывы обо мне от его дяди, меня отпустили, вернув все мои личные вещи. Старался все рассказать максимально кратко, не вдаваясь в подробности. Обалдеть! Вася Сигарев. Нужно было рассказать свою самую невероятную новогоднюю историю. Юлия Н. 2014 год. 29 здесь написано января, но, видимо, имелось в виду декабря. С парнем решили пиво выпить с креветками. Сливая воду из моря сукопродуктов, Александр опрокинул кастрюлю с кипятком равнёхонько себе на пах. Обварился. Креветки остывали в одиночестве, мы уезжали на скорой. Там, кстати, девочки сказали, что редко так обжигаются мужики. Инстинкт. В целом все спасли. Новый год. В то время были модными тематические вечеринки. В итоге 31 декабря Саша встречал Новый год в образе ковбоя. Никак не способного скакать, но с походкой будто долго скакал. С перевязанным дулом. Кстати, в 2015 году он меня бросил. А я перевязки делала. Рану зализывала. Но новорожденный, покрытый навеконькой кожей, чистенький, достался другой. Чеботков. Нужно было рассказать про самую необычную работу. Там много историй про неожиданный УЗИ копчика. Но мы отдали победу Кате Касс, которая в 2007 году работала в той же забегаловке Баха Бич Хаус, что и Женя. Она помнит Рика. Она, кстати, рассказала, что он бывший летчик ВВС США. Ну и вообще рассказывает, как это было. Мир, деревня, друзья. Подарок достается Кате. Андрей Лошак. Нужно было придумать название для канала Андрея Лошака. Там так себе были варианты. Большинство обыгрывало фамилию, и, как нам кажется, не очень удачно. Поэтому мы решили пойти немножко в сторону. Первый раз пишу комментарии, и то по одной причине. Приз очень символичен для меня. У меня коллекция букв Q, и заполучить подобный экземпляр с историей будет шикарно. Тем более там нет G. Если кто-то не помнит, приз статуэтка GQ Андрею Лошаку как лучшему журналисту. Виталий, если вы правда коллекционируете букву Q, давайте договоримся следующим образом. Свяжитесь с нами, докажите, что вы коллекционируете букву Q, ну просто фоточку пришлете нам, мы в это поверим и вышлем вам приз от Андрея Лошака. Победители, которых я назвал, что нужно сделать? У нас есть аккаунт в инстаграме нашего мерч-магазина, вот он появляется. Напишите туда в директ. Я его называю не для того, чтобы еще раз наш мерч прорекламировать, а потому что там через директ связь держать чуть проще на предмет победы. Спасибо всем, кто участвует в конкурсах, спасибо всем, кто комментирует. И помните, все, что у нас есть, благодаря вам.